Вот так выглядит сама форсунка. Вот вы можете наблюдать, насколько она забита. Это такая пыль непонятная. Но также есть и нагар. Вот, если вам видно, он легко вот снимается пальцем. Но есть, который более-менее пригорел. Сейчас мы все это разберем, почистим, я покажу, как все устроено. Камера сгорания самого котла и воздух помещения, они не связаны, поэтому камера сгорания, она закрыта плотно вот этой крышечкой герметично. Значит, здесь есть уплотнения, такие силиконовые трубочки, разрезанные вдоль и одеты вот на эти торцы. Снимается это просто. Вот такая подпружиненная крышка у нас, которая легко снимается. Вот здесь можно видеть вот это вот силиконовое уплотнение. Вот. И вот это уплотнение, мы это все снимем, почистим. Значит, что у нас есть внутри? Так, значит, внутри у нас находится так называемый шар. Сейчас я включу освещение получше. Вот так, будет удобнее. Вот сам вот этот шар, на который капает масло. И по поверхности шара растекается масло тонкой пленочкой. И в центре там этого шара есть отверстие 0,25 мм, которое сдувает весь этот поток в топку. Масляную взвесь сдувает в топку. Она там горит. Значит, и также здесь имеются электроды розжига. Вот их мы будем сейчас менять, пытаться другие поставить. Не эти, потому что не нравятся. Так, здесь что еще? Есть так называемый депульсатор. Вот здесь подается масло горячее, попадает в эту емкость депульсатора. Вот этот маленький стаканчик, когда масло начинает подаваться, она заполняется. И по вот этому сообщающему сосуду, который касается дна этого стаканчика, масло потом начинает вытекать. Если он переполняется, она просто через край течет. Ну, как правило, он где-то вот так наполнен. И что получается? Значит, если есть пузырек воздуха какой-то, подающийся с маслом, просто этот пузырек всплывает вверх, а масло также без перерыва потока подается на шар. Для чего это нужно? Если будет небольшой перерыв в подаче масла, то, как правило, горелка тухнет. Чтобы этого не было, вот установлен данный депульсатор. Вот здесь еще есть датчик пламени. Вот там есть отверстие внутри. Надеюсь, там видно. Значит, и там вставлен сам датчик пламени. Сейчас попробую сниму. Эта трубка нужна, чтобы не повредить ножки. Вот, видите, там вставлен датчик пламени, который видит, есть ли пламя в данный момент или нет. Это очень важно. Вот так, здесь есть, значит, вот эта трубка, она может регулироваться по подаче масла. Это цанговый зажим, по сути. Вот, если откручу гаечку, здесь видно, резьба распилена на 4 лепестка. И если гаечка не зажата, то вся эта конструкция легко двигается вдоль своей оси. Вот, если вот так отпустить, можно легко регулировать, выдвинуть, сделать подачу больше. Качество смеси будет сдвигаться в большую сторону. Более богатая будет смесь. Либо сдвинуть назад, сделать смесь более бедной. Ну, это регулируется уже по месту. Потом, как правило, это все можно отрегулировать. Ну, достается это все достаточно легко. Вот так выглядит депульсатор, там даже масло есть немножко.
Нехитрая приспособа. Спаяно это из медных трубок обычных. Ёб твою мать. Теперь снимаем сам шар. Шар также можно регулировать по вылету. Вот так вот выглядит шар. Там в центре есть отверстие. Отверстие диаметром 0,25 мм. Вот так выглядит сопло в очищенном состоянии. Чистил минут 5. Достаточно несложно. Собираем назад. Шар был отполирован, почищен. Примерно вот так должны находиться электроды розжига. У меня это где-то в сантиметре полтора от шара. Ну вот отрегулировал электроды. Примерно вот так выглядит искра. Не должно быть пробивания на корпус, иначе контроллер виснет. Сейчас попробую с другой точки показать. Монтируем депульсатор назад. Так. Все. На крышечке также есть уплотнение. Ставим крышку. И все. У нас камера сгорания изолирована полностью от помещения. Держит это все вот таким нехитрым способом. Обычная пружинка. Прижимает очень хорошо и быстро. Все. Все это можно теперь монтировать на котел. Хотел показать, сколько нагара или, скажем так, сажи внутри находится. Вот так вот. В общем, при эксплуатации масляной печки сажа это неизбежно. И так или иначе ее приходится чистить. Счищается она достаточно просто. Неудобно тут снимать. Вот если видно, вот так. Как просто налет пыли. Ну и вот такой слой тут за все это время скопился достаточно приличный. Вот это нагорело примерно за, ну, не знаю, месяц, может полтора месяца эксплуатации. Так что все, кто надеется сделать масляную печь и думает, что ее не нужно будет обслуживать, это не так.
Это достаточно серьезный геморрой. Каждый раз нужно разбирать, все чистить. Ну, вот такой вот примерно совочек золы образуется после чистки печки. Зола это достаточно такая сыпучая. Печка очищается легко. Подключаем воздух на форсунку, основной воздух, на шар, который подается. Подключаем подачу масла. И датчик пламени. Так, еще у нас осталась обратка масла. Вот, значит, почистили печку, все собрали. Сейчас будем ждать запуска печки. Покажу, как она запускается. Значит, здесь у нас можно посмотреть температуру масла, до которой нагревается бойлер. Вот здесь установлен бойлер. Он нагревает масло до 70 градусов. Когда произойдет нагрев до 70 градусов, включится масляный насос, и где-то около минуты, чуть больше, будет прокачивать масло по системе, и через минуту произойдет запуск. Масло качает он вот из этой емкости. Сюда заливаем масло, сеточка маленькая. Значит, масло у нас здесь не нагревается, есть специальный бойлер для этого. Для чего сделано? Чтобы когда горячее масло нагрето в емкости, оно воняет так или иначе. Поэтому в этой емкости основной масло не греется. Насос 12 вольтовый. Там внутри сделан самодельный шестеренчатый насосик, который качает масло вот по этому шлангу. По шлангу он качает в этот бойлер. Ну, из бойлера уже качает вот сюда на шар масляный. Вот там можно наблюдать его. Значит, давление у меня на форсунке около 6 атмосфер давления воздуха. Так, что еще? Ну вот как-то так, ждем запуска. Значит, здесь можно регулировать температуру, не знаю, вам видно или нет. Заданную температуру воздуха в помещении, фактическую температуру воздуха в помещении и температуру масла в бойлере. Индикатор обозначает, мигающий индикатор обозначает работу контроллера. Включен, то есть выключен, либо включен. Вот. Значит, сейчас температура достигнет 70 градусов и произойдет запуск насоса. Вот где наш депульсатор. Включился насосик, сейчас он заполнится. Видно, как кипящее масло уходит. Значит, насос будет до запуска печки где-то больше минуты немножко прокачивать масло, и только после истечения минуты произойдет запуск. Вот видите, уровень упал в депульсаторе, но масло стабильно течет по шару. Долгий какой-то запуск. Если вдруг пламя гаснет, происходит автоматический розжиг. Датчик пламени все время следит за тем, чтобы было пламя. Если вдруг пламя погасло, включается розжиг.
Если розжига нету более 5, по-моему, или 7 секунд, там я выставлял, то печка выключается. Нужно еще раз посмотреть. Еще. Если розжига нет, происходит автоматическое выключение. Сейчас можно наблюдать, как печка горит с улицы. На улице сейчас где-то -7. Я не знаю, видно вам или нет. Никакого дыма нет. Видно только тепловое испарение. Есть небольшой запах, как работает дизель, как будто бы. Но в основном горит без дыма. Абсолютно чисто сгорает. Чистый кислород. Печка не использует воздух, который забирает из помещения. Воздух она забирает с улицы. Здесь мы видим пневматический привод. Когда печка гаснет, шторки закрываются. Перед розжигом шторки открываются. Воздух забирается с улицы, сгорает и выходит наружу через вот эту трубу. Никакого дыма абсолютно нет.